Вот трудно поверить, но уже почти 2 года, как у меня Мираж. Это были прекрасные 2 года, 2 полных сезона. Просто вау. Я бы с чего начал? Сказал бы, что мне вот эта вся концепция управления лодкой через переключатели очень даже нравится. Я это все поддерживаю, это все очень правильно. И даже предлагаю немножко это дело развить. Сегодня хочу поделиться 4 или 5 идей, которые, на мой взгляд, сделают Амель еще лучше. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно, Mainsheet Travel Car. Вот крайне полезное устройство. Хорошо, что она есть. На многих яхтах ее перестали делать. Позволяет и улучшать и курс к ветру, и крен контролировать. Единственное, что, может быть, ее автоматизировать, сделать так же, как на ML60, электрической или гидравлической. Потому что частенько вторичные лебедки secondary winch, они чем-то могут другим быть заняты. Например, на running backstays на них могут быть. И я бы этой штукой пользовался бы чаще, если бы она была автоматизирована. Как насчет такого? Ну и раз уж мы заговорили об автоматизации, Boom-Wank. Оттяжка грота. Я бы ее сделал точно так же, как это есть, скажем, на 4.95 Ойстере или на 50-м Halbercraft гидравлическая. Сделать ее гидравлической с управлением с пульта. И тогда знаете чего? Необходимость вот в этой веревочке, пусть исчезнет. Она станет не нужна. Тогда все, что будет делать эта лебедка, контролировать Mainsheet. Контролировать грот. И тут следующая мысль такая. Раз. Все, что у нас есть, это одна функция на этой лебедке. Эту лебедку убрать. Это убрать. Вот это тоже все убрать. И вынести управление Mainsheet на Capstan Winch. Перманентный барабан, который где-нибудь там внутри лодки скрыт. Освободится здесь место, эта лебедка вообще не нужна. И тогда практически все операции делаются отсюда. Ну и последнее, чтобы полностью уж автоматизировать сей процесс, я бы заменил вот эти все primary winch, вот эти большие, на модель Harken Rewind winch. Электрический, да? То есть для 2 скорости. Либо медленно, но мощно, либо медленно, но с большим торком, либо быстро, но торг сильно меньше. То есть усилия она может выдать меньше. Так вот, лебедка Rewind от Harken имеет еще третью функцию. Не только Shed In, но и электронный Ease Out. Она может откручиваться в обратную сторону. Если бы еще вот это сделать, ну, тогда бы вот этот переключатель приобрел бы еще и третье положение. Не только медленно, сильно и быстро, слабо, ну и, скажем, еще функцию Ease Out. Или бы он стал бы, как они используют 2 переключателя сюда и 1 назад. То есть это, он бы такой тройной был бы. Сделать вот эту вещь, представляете, как это можно и добавлять паруса, и убирать паруса. Все, вот, нажимаю пару кнопочек. Мечты. И я думаю, если это не получится сделать на... Не, понятное дело, что все эти инновации добавят цену, добавят к цене лодки. Но если бы это было, скажем, на 60-й, то почему бы и нет? На 60-й лодке уже, на ML60 уже много прикольного. Как же говорил, электронный гидравлический кар для этого. И даже оттяжка паруса. Гидравлика, а не электромотор. Ну и уж раз до этого дошло, блин, последняя инновация. Я бы встроил бы ферлер для всех даунвинд парусов, для Code Zero и Генайкера,
Прямо бушприт. Чтобы не надо было доставать вот это вот Nex 5 электрический ферлер, подключать его, вставлять провод, чтобы это было уже прям с завода встроено в бушприт. Опять же, здесь места маловато на 50 для такого, но почему на 60 не сделать? Что удивительно, по салону, по комфорту у меня никаких улучшений нет, и я даже придумать ничего не могу. Оно там просто все идеально. Как роскошный отель в море. Есть такой производитель Garcia. У них есть 45 и 52. Мне очень нравится, как у них сделана компания Enway. Две створки, которые герметичны, водонепроницаемы, шумонепроницаемы. Может быть, как-то вот позаимствовать эту идею. Потому что чем мне не нравится вот это решение? Что, во-первых, надо две руки, чтобы его поднять или опустить. Это надо делать двумя руками. Во-вторых, вот это. То есть поднять, опустить. Не, ну, может и нормально, но как бы большей частью это открыто. Вот. Не знаю, что тут можно сделать. Если освободится лебедка, там будет много места, можно сделать ее такую съезжающую вправо. Такой прям так жжик, она уезжает вправо. Как на супер яхтах. Ну или хотя бы подпружиненную вниз, чтобы ее можно было так ногой нажать, и она сама так жжик выехала. Не знаю. На это уж совсем я стал придираться. Мелочи жизни. Но могу закончить только на одном. Даже в том виде, в каком сейчас все есть, с ручными вот этими всеми делами, целить Амель 50 одно удовольствие. Я за 2 года к лодке привык. Я понял, что ей нравится, чего не нравится. И у меня с ней полная гармония. Вот все, что могу сказать. Для того, чтобы ходить куда угодно, в любую, практически в любую погоду одному, ну и практически на любое расстояние. Вот все, что нужно. Все, что нужно для счастья. На этом все.